Сегодня необычное видео. Решил записать видео про пожарный автомобиль. Что находится внутри, то есть в бойцовских отсеках. Многим это будет интересно. В детстве многие мечтали стать пожарными. И представилась возможность показать, что находится внутри этого автомобиля. Итак, пожарный автомобиль на базе КамАЗа. Новый, то есть комплектация новая. Автомобиль сам 2016 года выпуска. Сейчас мы посмотрим. У нас здесь снаружи находятся лопаты, ломы, то есть прямо на кузове багор, сзади кабины. То есть все. Вообще в этой машине все располагается так, чтобы можно было быстрее достать, чтобы сэкономить время на пожаре. В этом отсеке у нас находятся пожарные рукава разного диаметра, снизу на 150 мм, сверху на 77. Также разветелка трехходовая и топор. Разветелка нам нужна для того, чтобы от машины можно было проложить линию и ее разбить на 2-3 дополнительные линии меньшего диаметра. Далее у нас еще один имеется ящик специальной застежки, тоже все сделано так, чтобы быстро можно было получить доступ. Тут находится топор, всасывающие сетки, ножовка, и снизу находятся рукавные мостики. Рукавные мостики у нас для того, чтобы когда вы проложили, допустим, рукавную линию, пожарные проложили, и это, допустим, все происходит на дороге, сверху ложится этот рукавный мостик, и автомобили могут через него переезжать, не повредив рукава. Также у нас здесь находится лестница, потому что некоторые отсеки очень высоко, чтобы можно было добраться. Это выкидные патрубки, к ним подсоединяются рукава и подается вода. В этом отсеке у нас также находятся рукава разного диаметра, опять-таки на 150, на 77 и на 51 миллиметр. Как вы видите, вообще в машине очень много рукавов. Каждый рукав длиной где-то 20 метров. То есть линию проложить можно очень длинную. Здесь тоже рукава. Линию можно проложить очень длинную, если машина, допустим, не может близко подъехать к очагу пожара. Прокладываются такие магистрали рукавов. Сзади автомобиля у нас находится лестница, чтобы 2 штуки, чтобы можно было залезть на крышу. В пеналах в красных всасывающие рукава находятся. Я их отдельно дальше покажу. Здесь у нас отсек, это для водителей больше. Здесь у нас агрегаты насоса, различные узлы. Насос очень мощный, для того, чтобы в любое время года, при любых условиях мог подавать воду. Здесь опять рукава. Как я уже говорил, рукавов в автомобиле очень много. Они не всегда все применяются. Многие из них просто запасные. Дальше у нас еще отсек. Давайте нижний посмотрим. Здесь у нас находится небольшой лом, переходники для рукавов. То есть рукава разного диаметра, с помощью этих переходников можно соединить. Переходники тоже, кстати, бывают разные, большие, маленькие. То есть переходники специально служат, чтобы можно было соединить очень быстро. Они буквально за считанные секунды соединяются между собой. Это все сделано для удобства. Также здесь находится разветвление уже большое, 4-ходовое. Так, а здесь у нас
находится. А здесь у нас находится насосный отсек. Вот, здесь уже работают водители автомобиля. Вот, здесь осуществляется подача воды отсюда. Вот, здесь также в машине применяется не только вода, но и пена. Здесь происходит смешивание воды и пены при необходимости. То есть различные здесь и компьютеры стоят, можно также вручную все подавать. Очень много электроники, очень мощные насосы. Также можно забирать воду этой машины, допустим, с речки или с озера. Так, еще один отсек. У нас здесь также имеется у нас выдвижная ступенька такая. В отсеке находятся колонки, значит, также переходники, вот эти полугайки для соединения рукавов, только не такие большие, как были до этого. Огнетушители, здесь у нас кол для заземления автомобиля, пожарный крюк для открывания колодцев, ключи, значит, для соединения и разъединения рукавов между собой, также для открытия заглушек тоже иногда применяются, когда очень туго открывается, чтобы не терять время, можно воспользоваться ключом таким. Вот, ну и сами, собственно, колонки для забора воды, две штуки, и подручный инструмент кувалда, веревка спасательная. В общем, вот такой вот набор. Теперь давайте посмотрим, собственно, что внутри кабины находится, да, то место, где сидят пожарные. Вот, значит, ну помимо кресел, естественно, очень много мест, таких вот даже под теми же самыми сиденьями находятся разные инструменты, вот, которые могут понадобиться. Там и провода для заземления, некоторые насадки на стволы. Значит, вот есть фонарики, вот это вот у нас крюк, это задержка рукавов, одевается на рукав и цепляется за какую-нибудь лестницу, то есть если работа проводится на высоте. Вот это красные, значит, насадки на стволы. Ствол вот, это ствол Б, такой маленький, вот нового образца, на него одевается вот эта красная насадка и подается пена через нее. Вот. Стволов в машине тоже очень много, так же как и рукавов, так сказать, на все случаи предусмотрены. Стволы, значит, разного диаметра, так же как и рукава бывают, и на 51, и на 77, соответственно, более мощная подача воды, расход, вернее, воды регулируется на самом стволе. Вот. Также, значит, в этом отсеке имеются места для сзади, вместо спинок от сидений, сзади такие места предусмотрены для крепления баллонов кислородных, чтобы пожарные могли свободно дышать на пожаре. Ну и самое интересное, особенно если смотрят дети это видео, это, конечно, посидеть за рулем вот пожарного автомобиля, посмотреть, что находится в кабине водителя, на водительском месте. Автомобиль, как я уже говорил, новый. Очень здесь много всего такого интересного, очень много рычагов, кнопок. Водители, чтобы все это знать, очень долго проходит подготовку, потому что сразу человек может просто запутаться, особенно если он сел со старого пожарного автомобиля. Вот такой вот новый. Вот приборная панель. Кому интересно, может посмотреть. Вот.
помощью различных переключателей. Можно также включать насос из кабины, не обязательно, да, там возле насосного отсека ставить. Вот пульт, он открывает ворота в пожарном депо. То есть, опять же, чтобы не терять времени, водитель сел, завелся, с пульта открыл ворота, выехал и также с пульта их закрыл. Очень удобно. Также имеется вот рация водительская для переговоров на пожаре. Ну и вернемся к задней части автомобиля. Вот у нас две лестницы имеются. Сейчас мы по одной поднимемся наверх. Вот, посмотрим, что у нас там имеется. Ну вот, как я говорил, всасывающие рукава в пеналах находятся. Вот, тоже они разного диаметра. Теперь на крыше вот мы видим, у нас здесь находится лафетный ствол стационарный. Это очень мощный ствол с мощной подачей воды. Значит, там дальше, где запаска, тоже у нас имеется небольшой лафетный ствол. Также вот у нас находятся лестницы, три вида лестниц. Штурмовка, лестница-палка, и вот слева самая большая трехколенчатая лестница. С ее помощью, кстати, можно в окно третьего этажа спокойно забраться. Вот такое интересное видео было, что находится в пожарном автомобиле. Я надеюсь, вам понравилось. Можете показать своим детям, если им интересно, мальчишкам особенно, что же там внутри находится. Вот. Если есть еще какие-то там вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Вот такие вот классные автоцистерны на базе КамАЗа. Ну а на этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Смотрите предыдущее видео. И подписывайтесь на канал. До встречи.